Время хранит множество тайн и загадок, и нет ничего, что было бы ему не подвластно. Со временем вода может рассечь камень, но тот же камень рано или поздно разрушится под воздействием веков. Именно поэтому история кажется такой хрупкой и практически неуловимой. Однако природа мудра, поэтому существуют естественные ингибиторы, которые позволяют затормозить и даже заморозить ход событий. Например, лед. Ученые и сегодня находят во льдах эхо прошлого, например, останки мамонтов и вещи первобытных людей. Но помимо того, что можно увидеть без помощи техники, там хранятся и более мелкие частицы – вирусы и бактерии. Микроорганизмы обладают не меньшей силой и могут приоткрыть завесу прошлого, того, что никто не засвидетельствовал, а даже если и наблюдал когда-то, то был еще не в состоянии зафиксировать на бумагу. Батагайский термокарстовый кратер. След медузы. Для российских ученых начало весны – это время, когда начинаются интереснейшие исследования. В марте им предстоит заняться изучением древних бактерий и вирусов, которые планируется извлечь из отложений вечной мерзлоты в Якутии. Находкам почти 200 тысяч лет. На фоне события, которое всем уже изрядно поднадоело, но при этом изменило устоявшуюся жизнь, пандемии коронавирусной инфекции, изучение таких вирусов может быть весьма полезным. Дело в том, что такие микроорганизмы могут быть полезны при разработке новых антибиотиков. Место, куда отправятся российские исследователи, Батагайский термокарстовый кратер, расположено в Верхоянском районе Якутии. Если не полениться и вбить в поиск это название, то перед пользователями появляется изображение впадины, внешне напоминающее огромную медузу, или отпечаток какого-то титанических размеров древнейшего существа, например, мечехвоста. На самом деле это всего лишь обычная воронка, которая образовалась в результате деградации вечной мерзлоты. Расслоение истории. Чем же это место привлекает исследователей? В первую очередь тем, что оно одно из самых холодных в северном полушарии. Во-вторых, здесь не происходило каких-то масштабных геологических изменений, поэтому отложения вечной мерзлоты находятся практически в первозданном виде на протяжении уже 200 тысяч лет. Именно поэтому ученые, которые отправятся в Батагайский термокарстовый кратер, будут искать там древние бактерии и вирусы – бактериофаги. Конечно, кирки для такой работы будет недостаточно. Получать микроорганизмы исследователи планируют с помощью бурения скважины и извлечения кернов. В результате перед специалистами возникнут биологические образцы, которые дадут прекрасную характеристику почве вместе с бактериями, которые там обитали. И все это в порядке хронологии, послойно. После того, как ученые ознакомятся с полученными образцами, им предстоит понять, как найденные микроорганизмы могут быть полезны для современной медицины. Например, для создания антибиотиков. В первую очередь планируется получить прототипы препаратов для лечения внутрибольничных инфекций, а уже затем довести их до производства. Друзья, ставьте лайки и пишите комментарии. И подпишитесь на канал Ямал-Регион, чтобы не пропустить следующие выпуски. Вся информация к данному видео взята из открытых источников.